Всем привет! Меня зовут Наташа Гавриленко, вы на канале Crypto Dealers, и вы смотрите второй выпуск The Exchanges Time, который создан при партнерстве с The Conference Exchanges. Сегодня у меня в гостях Сергей Жданов, CEO биржи Эксмо, номер 1 биржи в странах СНГ и номер 18 согласно рейтинга CoinMarketCap по ликвидности. Сергей, привет! Всем привет! Сразу небольшая поправочка, Наталья. Я вот захожу на рейтинг CoinMarketCap по ликвидности, мы уже 15-е. О, я вас поздравляю. К которому очень ревностно отношусь, так как объем торгов сейчас ни о чем не говорит, по большому счету. Вот, поэтому да, 15 место, надеемся, что пойдем еще вверх. Всем привет! Да, и спасибо большое за корректировку, и спасибо за твое время, которое ты уделил для этого эфира. И первый вопрос, как у вас дела вообще на бирже? Что изменилось за последний месяц-два в связи с карантином, в связи с кризисом? Как вообще работает? Да, действительно, поменялось достаточно много, причем изменения коснулись всего мира. Но для нас позитивным фактом является то, что профессия трейдера, хоть и в нашем регионе не принято так говорить, но трейдер — это действительно профессия, она предусматривает удаленную работу, то есть привязки к офису по факту нету. Поэтому на нашей деятельности это не сильно отразилось. Да? Есть определенные факторы, мы сможем о них поговорить позднее. Наиболее существенное изменение — тот факт, что вся наша компания перешла на удаленный режим работы. Вот я сейчас сижу в нашем корпоративном мессенджере Slack и вижу, как у всех рядышком горят трубочки, все на звонках, все работают в удаленном режиме. Так что действительно привыкаем к вот такому новому режиму. Надеюсь, это скоро закончится, так как у нас очень много есть таких экстравертивных людей в компании, не очень скучают по физическому контакту, увидеть людей на кухне, с кем-то поговорить и так далее. Выпить чашечку кофе, да. Да, именно. В целом могу отметить также, что наша аналитика показывает даже такой небольшой рост, так как люди действительно сидят дома, посмотрят на крипту почаще, да, то есть думают, что бы делать, я прикуплю себе еще биткоин. Ну и мое личное мнение, я действительно удивлен, почему цена биткоина глобально до сих пор не отреагировала на происходящее в мире. Я думаю, этот вопрос беспокоит очень многих людей, особенно которые, знаете, каким-то образом предсказывали кризис, и который станет таким хорошим локомотивом для того, чтобы биткоин начал расти, но пока не видим. Да, однозначно. Но и, на мой взгляд, вообще биткоин был создан для таких ситуаций, как сейчас. И тот факт, что на цене это пока не сказывается, мне кажется, это больше вопрос времени. Ну и в целом сейчас очень много инвесторов, они пытаются хранить деньги в чем-то максимально ликвидном. То есть они сейчас, мне кажется, еще не понимают, что делать. Но, на мой взгляд, скоро мы можем ожидать серьезное колебание по цене. И вот хочу задать вам вопрос, который, наверное, будет многих беспокоить в связи с внедрением новых мер по сбору персональных данных, которых раньше никто даже не задумывался, что такое может быть в нашем мире. И как вы считаете, это отразится на пользователях криптобирж? И как вы планируете соблюдать эту грань по требованиям, которые могут предъявить криптобиржам, и обеспечению privacy пользователей? Да, очень, очень актуальный вопрос, действительно. И скажу даже так, что исторически наша техническая команда, в частности наш CTO, это человек, который очень серьезно относится к вопросу безопасности. У нас, вы бы видели наши внутренние переговоры, любое внедрение в наш продукт дается с огромным боем, потому что для него приоритет номер один, чтобы у нас не было никаких уязвимостей, никаких потенциальных утечек данных. Вот, поэтому действительно к этому вопросу биржа Эксмо относилась исторически очень серьезно, но сейчас важность этого фактора даже повышается. Все заметили, что криптовалютный рынок начал активно регулироваться, и очень много финансовых регуляторов, тоже об этом сможем поговорить чуть позднее, сейчас обращают внимание на биржи и в том числе на соблюдение биржами разнообразных требований, в том числе по сохранности данных пользователей, так как регуляторы, которые будут регулировать криптобиржи, да, они ни в коем случае не заинтересованы, чтобы биржа, которая находится в их зоне контроля, да, данные из нее попадали в Даркнет или
каким-то образом за пределы этой биржи. Поэтому, ну и внедрение GDPR, да, несколько лет назад, это тоже очень важный шаг в этом плане. Но действительно, я считаю, что если оставить это на усмотрение биржи, да, то есть нету каких-то правил, нету регулятора, который будет проверять, как именно биржа защищает данные, как она шифрует, на каких серверах они хранятся, какие режимы доступа у сотрудников, да, какая страна вообще, где сервера находятся. Это не будет работать, потому что биржа может рассказать, что она очень хорошая, но по факту защита будет слабая. И, на мой взгляд, действительно регуляторы это те организации, которые обеспечат фактическое внедрение защиты данных. И вот мы сейчас находимся в процессе авторизации финансового регулятора Великобритании. У нас было несколько звонков с их командой. Это вообще впечатляющая разница, да, как в Европе регуляторы относятся к бизнесу. То есть они действительно выступают союзником и консультантом, а не там просто, да, вот каким-то органом, да, который там хочет как-то ущемить бизнес. Да, как мне кажется, мы в наших регионах привыкаем к такому понятию. Там действительно создали отдел, куда взяли специалистов с опытом в криптовалютах. И, знаете, это очень частая практика, когда я веду диалог с кем-то, например, из государственных органов, очень часто это диалог односторонний, потому что люди, вообще не в курсе, да, как это работает, в чем суть вообще криптобиржи, чем там она от брокера отличается. В принципе, финансовые рынки в нашем регионе, да, русскоязычном, они вообще не развиты. Там в Европе это очень далеко уже ушло. И более того, да, там открыли отдельный департамент, который будет заниматься регулированием криптобирж. И это, на мой взгляд, очень важный шаг. Это говорит о том, что финансовый регулятор одной из самых развитых стран мира берется за регулирование этой отрасли. И там очень длинная цепочка, да, они действительно делают очень тщательную проверку, эту авторизацию получить не так просто, но я вижу их подход, их серьезность, да, то есть они применяют те же industry practice, да, то есть практики, которые они применяют к банкам, к финансовым институциям. И это действительно жесткие правила. И там есть отдельный большой блок по сохранности данных, который они тоже проверяют. И тоже вот вопрос, наверное, который будет очень актуальный после кризиса. Вы очень часто говорите и много говорите о том, что вы за прозрачность. Какие вы дальнейшие шаги планируете делать? Возможно, это новые лицензии, новые юрисдикции. И подкорректируется ли ваш план после кризиса и возможных новых каких-то требований к биржам по privacy? Да, спасибо, хороший вопрос. Хочу отметить, что наша стратегия, направленная на прозрачность, она была предопределена еще несколько лет назад, и она у нас долгосрочная была изначально. То есть это не то, что мы собираемся менять или как-то реагировать на происходящее на рынке. Моя личная позиция и компании в целом, что рынок через несколько лет будет полностью регулируемым. То есть все биржи, которые сейчас думают, что внедрение верификации, зачем обременять пользователя верификацией, да? Мы же хотим, чтобы он быстрее заходил, да, быстрее, легче заводил деньги, чтобы мы зарабатывали больше. Верификация с точки зрения доходности это минус для бирж, но это плюс с точки зрения соблюдения правил международных. И, на мой взгляд, если биржа сейчас не займется подготовкой к регуляциям, она не сможет пройти те тесты, которые уже сейчас применяют разнообразные органы, которые регулируют биржи. Наш же план, помимо авторизации у финансового регулятора Великобритании, это сейчас основная задача, наиболее насущная. Скажу, что месяц назад мы наняли нового комплаенс-офицера в нашем лондонском офисе. Это человек, у которого есть 15-летний опыт общения с финансовым регулятором, именно британским. И мы сейчас с ним находимся ежедневно на звонке, и он общается с финансовым регулятором. То есть этот процесс уже запущен. И вообще до июня биржи, у которых юрисдикция Великобритания, таких немало, кстати, они должны эту авторизацию пройти. Помимо авторизации у финрегулятора Великобритании, мы также хотим открыть для себя рынок США. Мы этот процесс уже начали, и в США еще с 2014 года такой орган, как FinCEN, который отвечает в большей степени за
соблюдения AML законодательства, нежели каких-то конкретных финансовых рынков. То есть их задача убедиться в том, что никто не отмывает деньги, все соответствуют требованиям AML. Они еще с 2014 года авторизации криптобирж проводят. Есть такая авторизация, как Money Service Business. То есть если вы money transmitter, если вы там просто мимо себя пропускаете любые фиатные деньги, вы должны там авторизоваться. То есть они проверяют, что мимо вас проходят деньги, вы действительно смотрите источник средств, проверяете своих пользователей и работаете прозрачно. Мы в 15 штатов подались на эту авторизацию, то есть в скором времени для 15 штатов мы откроем свою платформу. Сейчас многим, может, не знают, но наша политика соблюдения разнообразных требований, она пошла уже очень далеко. То есть сейчас вообще сайт Exmo, он закрыт для всех пользователей из США. То есть если вы зайдете даже через VPN из США, вы увидите, что ресурс будет заблокирован для вас. И это тоже очень важный шаг, потому что многие биржи думают, что здесь нет ничего страшного, но действительно, если они без авторизации FinCEN обслужат пользователя США, и, например, ему что-то не понравится, да, у этой биржи могут быть серьезные проблемы. Поэтому мы и с точки зрения американского рынка идем по нашей стратегии прозрачности. То есть для всех географий, где мы хотим распространять свой продукт, мы хотим соответствовать всем локальным требованиям. Да? То есть если в Европе вышел ML5, который требует обязательную верификацию, ряд действий, мы сразу подстроили все свои процессы, чтобы соответствовать этим требованиям. Появляется авторизация, мы супер хэппи, что теперь этот рынок регулируется, мы в первой очереди стоим, чтобы эту авторизацию получить. Ну и в США еще с 2014 года все это работает, поэтому мы вот сейчас присоединяемся к тем биржам, у которых эта авторизация тоже есть. Я даже больше скажу, что я начинал свою личную карьеру аудитором в компании Ernst & Young, и я делал очень много аудитов больших корпораций, которые готовились к IPO, либо к привлечению очень большого капитала. То есть это, в принципе, такие традиционные финансы. И когда я еще присоединился к Exmo, да, почти 3 года назад, у меня была идея проаудировать отчетность, чтобы и показать ее в паблик, чтобы вообще люди могли увидеть, что ну вот компания прям как настоящая. Знаете, вот заходите на сайт любой крупной компании, есть annual report, например, вы в него зашли, там обращение SEO, corporate governance, расписываются планы, таргеты, и потом идет финансовая отчетность. Отличная идея. И как вы внедрили? Трудность первая еще, да, 3-летняя давности, с которой я столкнулся, что действительно рынок тогда еще был вообще диким западом, по большому счету. Когда я приходил даже к своим знакомым из аудиторской, ну, это Big Four, да, Ernst & Young, и говорил им: ребят, как у вас насчет аудита криптовалютных компаний? Они очень говорят: вы что, ну, нет, это непонятно что вообще, как бы нет правил. И зачем? И учетных, да, и это все действительно тогда было непонятно. Сейчас я даже смотрю, что и международные стандарты финотчетности, они уже смотрят на как признавать, да, криптоактивы в отчетности компании. То есть все это идет к тому, что в какой-то момент времени мы получим аудированные отчетности компаний. Очень много американских компаний, ну и европейских, да, станут публичными, то есть проведут IPO, получат больших инвесторов институциональных, да, которые будут запрашивать отчетность, мониторить, смотреть, чтобы действительно компания была прозрачной. Вот, поэтому планы действительно большие, часть мы уже реализовываем, и действительно сейчас очень интересное время для криптобирж. Я хотел бы призвать всех пользователей действительно сейчас очень хорошо думать и смотреть именно на эту составляющую во всех криптобиржах, потому что те биржи, которые сейчас хотят пойти более простым путем и совершают агрессивный маркетинг, да, то есть их задача показать классную обертку. Потому что закулисную историю биржи никто сейчас не видит. Вы не знаете, ну, все, что вы видите о биржах, это то, что они вам рассказывают, да, а не то, что есть на самом деле. И есть очень много уже громких историй, когда то, что казалось чем-то огромным, надежным и вечным, оказывалось очень, очень надутым и просто пиаром и маркетингом, да. Поэтому смотрите действительно за тем, что биржа делает для своего будущего. Потому что даже факт юрисдикции, да, вот в какой юрисдикции зарегистрирована биржа, это отвечает на 50% вопросов. Если это не солидная юрисдикция, это уже не прозрачная компания, особенно если это офшорная юрисдикция. Вот, поэтому пользователи, смотрите внимательно, где зарегистрированы биржи и что они делают.
для своего будущего. Смотри, вот ты только что сказал про новые рынки, про то, что вы планируете выходить на Штаты. Но, с другой стороны, например, рынок СНГ, где появились такие крупные игроки, как Binance, удерживать старых юзеров и привлекать новых становится уже не так просто, да, как было раньше. И ваша активность довольно-таки привлекательна. Вы недавно запартнерили с SEPA для уменьшения комиссий на ввод-вывод. Расскажи, какие дальнейшие планы? То есть есть ли какие-то трюки, как вы планируете привлекать и удерживать уже существующих пользователей? Да, на рынке СНГ действительно конкуренция повысилась. Персонально скажу, что мы это воспринимаем как личный челлендж. Конкуренция на любом рынке – это хорошо, да? Она подталкивает все компании не стоять на месте, а работать над своим продуктом. Мы последние 2 года очень активно инвестируем в развитие продуктов. То есть очень много бирж, они в какой-то момент времени завершают свое развитие. То есть они начинают делать какие-то параллельные проекты. То есть они сделали какой-то базовый функционал, да, и дальше идут делать фьючерсные платформы, какие-то децентрализованные биржи, то есть уже чуть-чуть так инфраструктуру свою наращивают. Да. Но рано или поздно все биржи придут к плюс-минус единому функционалу. Мы действительно над этим работаем последние 2 года и с точки зрения функционала пытаемся не отставать от наших конкурентов. Насчет нашей стратегии по партнерству с SEPA, да, SEPA это по сути платежный метод, который позволяет евро в пределах стран еврозоны перемещать по банковским счетам. SEPA метод для нас обеспечивает Фрик-банк, и это тоже важное последствие нашей политики прозрачности, потому что если вы захотите завтра открыть свою криптобиржу, да, для любого зрителя, очень серьезная проблема, с которой вы, вероятно всего, столкнетесь, это получить для нее банковский счет. Потому что банки действительно очень осторожно, там, еще с 2017 года смотрят на криптобиржи. И 90% не хотят банков работать, да. просто по умолчанию говорят, наша внутренняя политика, мы с криптовалютами не работаем. А те, кто работают, применяют такое понятие, как enhanced due diligence, то есть они проводят самый глубокий due diligence, оценку криптовалютной компании, которые они вообще могут проводить. То есть это обычно и внутренний комплайнс проверяет, берется на аутсорс комплайнс, он еще раз проверяет. И только если они убедились в том, что компания прозрачная, действительно проверяет пользователей, занимается соблюдением AML законодательства, они открывают счет. И буквально 2 месяца назад закончилась наша 7-месячная эпопея с банком Фрик. Это очень солидный банк, у которого более $1 миллиарда в активах, то есть это действительно большой банк. Мы много раз к нему ездили в офис, хорошо знакомы с менеджментом, и они нам открыли счет, и именно они нам позволяют работать теперь с евро в пределах еврозоны. Мы действительно сейчас в Евросоюзе хотим конкурировать с такими биржами, как Kraken и Bitstamp, в первую очередь, потому что мы можем быть более гибкими. И вот ближайший такой релиз у нас на платформе будет, мы существенно снизим комиссии для трейдеров, которые торгуют от $100 000 в месяц. Это на самом деле очень достаточно низкий показатель, потому что фактически любой трейдер, который плюс-минус понимает, да, профессию трейдинга, он торгует на значительно большие суммы. И для европейских бирж, у которых есть фиатный шлюз, да, которые позволяют делать депозит через банковские счета, мы будем самой дешевой биржей в Европе. И это действительно наша стратегия. Мы хотим привлечь маркетмейкеров, которые наполнят стаканы, повысят ликвидность. И нашим юзерам с более низким средним чеком, да, у них повысится ликвидность. То есть их ордера будут быстрее исполнять, у них они будут видеть более наполненные стаканы. И в целом вся ликвидность на бирже повысится. То есть, надеюсь, мы по рейтингу еще выше пойдем. Отлично, звучит отлично, я желаю вам удачи. И следующий, последний вопрос, не бизнес-характера. Какой твой личный лайфхак как топ-менеджера, как успешно удаленно управлять командой и при этом быть продуктивным вне офиса, будучи там целый день в пижаме? Расскажи свои секреты. Да, спасибо, что отметил мою футболку. Скажу, что знаете, у нас такая атмосфера в коллективе, у нас нету никаких процедур штрафов, либо вот такого, знаете, там, повсеместного контроля. У нас очень много свободы, особенно в бизнес-направлениях, потому что мы пытаемся поощрять
креативную составляющую в наших людях. Но при этом у них, конечно же, есть задачи, есть квартальные KPI. Но я к тому, что факт перехода на удаленную работу у меня персонально, как у менеджера, да, не возникает какие-то сомнения насчет эффективности нашей команды. Команда сплоченная, она вся работает на нашу единую цель, и я даже в большей степени вижу, как ко мне все больше обращений с идеями, какими-то предложениями приходят сотрудники, и это не может не радовать. То есть для нас, у меня никаких персонально новых инструментариев, каких-то жестких, не знаю, там кому-то резко звонить, говорит, ты сейчас работаешь или отошел кофе пить, или с женой говоришь, такого у нас ничего нету. То есть действительно очень частые созвоны. Я вижу, что все планы, которые мы ставим, они не замедлились, то есть на эффективности нашей это не сказалось, что не может не радовать. Отлично. Но при этом всем я также хочу отметить, что вот есть ряд криптобирж, которые еще до всей этой истории заявляли, что они полностью там децентрализованы, что у них все на удаленной работе, ну, в том числе Kraken, тот же Binance. Мне не кажется, что это очень хорошо, потому что сама по себе биржа, да, это централизованный институт. И понимать, что... Ну, она управляет большими деньгами клиентскими. И понимать, что все люди, у которых есть разного рода доступы, они постоянно все находятся удаленно, ну, мне кажется, это не очень хорошо. И ту обратную связь, которую мы получаем от финрегулятора Великобритании, но и им важно, где сидят сотрудники. И, то есть, полностью долгосрочно, да, работать удаленно криптобиржа, на мой взгляд, не должна. Но вот такой короткий тестовый период, ну почему бы и нет? Почему это интересный опыт. Проверить, да, теорию бирюзовых организаций вполне можно, да, за 2 месяца. Да, я надеюсь, что мы будем вспоминать через несколько месяцев об этом периоде, как о таком интересном эксперименте, очень надеюсь. Да, отлично, спасибо большое тебе, я желаю вам удачи во всех ваших начинаниях и внедрениях, и держитесь там на карантине, все будет хорошо. Да, спасибо большое, очень приятно было пообщаться. Счастливо, пока. Все, пока.